привет! Это мой блог «Приключения красной помады», и я Юлия Гулевич. Но сегодня мы говорим не об этом. Сегодня мы будем говорить о радиации. И о таком страшном слове, как радон. Представляете? Радиация есть и в Эстонии. Вот так вот. И сейчас мы находимся в Палдиске. И в Палдиске мы находимся не просто так. Сегодня я говорю о радиации. А в Палдиске с радиацией много чего связано. Поехали, посмотрим. Как связана радиация и Палдиски? Вот об этом сегодня я буду вам рассказывать. Так, сейчас я расскажу, как связан город Палдиски и радиация, как я обещала. Я нахожусь на месте бывшего атомного центра подводного флота, ну, конечно, советского, российского. И здесь было, по некоторым данным, 2 атомных реактора, вот реальных реактора. Вот. И обучались команды, значит, для подводных лодок. Сейчас этого места нету. Вот вы можете посмотреть. Здесь все разрушено, снято. Ну и, конечно, атомный реактор они не могли просто так убрать. Они должны были его как-то забетонировать, спрятать, экранировать. В общем, по разным способам. Вообще радиация. Что такое радиация? У всех сразу там, наверное, так страшно, пугающая радиация. Ну, радиация бывает разная. Вы, наверное, слышали в школе про альфа, бета, гамма частицы. Не слышали. Ну, в общем, что я могу сказать? Эти частицы, они различаются по своему весу, и поэтому есть как бы легкая радиация, не то что легкая радиация, есть радиация, которая может остановить бумажный лист, а есть радиация, которую даже бетонная или свинцовая стенка не остановит, потому что частица просто через нее пролетает. Вот, значит, тяжелые частицы — это нейтроны, протоны, легкие альфа-частицы — это нейтроны и, ну, в общем, ионы, довольно много всего. В моей руке счетчик Гейгера. Вот он. Я сейчас его включу. Значит, и буду записывать уровень радиации. Сама радиация, она не так страшна, страшно ее воздействие, страшно постоянное воздействие. И самая пугающая, самая опасная радиация — это фоновая радиация, потому что радиацию мы не замечаем, а потихонечку тикает, облучает и облучает. Потом вам расскажу вообще принцип воздействия радиации на организм человека. Ну а сейчас что тут показывает? Ну, здесь показывает у меня 0,4 микрозиверта в час. То есть означает, что радиации практически нет. Пока мой оператор ходил писать, здесь уже намотала до 0,15 микрозиверта в час. Будем дальше идти и смотреть, насколько меняется. Пойдемте. Немножко слышно, как счетчик Гейгера, он щелкает. Наверное, вы слышали когда-то о том, что такие счетчики, они подают сигнал. Например, если будет очень опасная радиация, они сразу дадут звуковой сигнал. В общем, я походила по этому пустырю, по всему. Ну, не по всему, конечно. И самый максимальный показатель был 0,17 микрозивертов в час. И вот вы видите, что здесь средний показатель, я не знаю, вот, 0,8. 0,08. Так как я вам говорила, радиация не что иное, как ионизация, то есть потока частиц, каких-нибудь частей ядра, протонов, нейтронов. Я вам покажу вам строение атома. Вот представьте, как будто бы это атом. Вот он. И, значит, это атомное ядро. Это нейтроны. Атомное ядро заряжено положительно, нейтроны заряжены отрицательно. И вот вокруг
атомного ядра значит, есть облако нейтронов. Они двигаются хаотично. А само ядро состоит из протонов и нейтронов. Ну, это физика, которую все проходили. Так вот, ионизация – это как раз поток вот этих частиц. Например, протонов, нейтронов, электронов. И в зависимости от их размера разделяются вот разные виды ионизации, разные виды радиации. И именно тяжелые частицы, они вызывают больше всего повреждений в человеческом организме, потому что они нарушают цепочку ДНК, клетка не может потом делиться уже так же, как она, но в таком виде, в котором она была, она делится уже по-другому, например, это вызывает рак, или она погибает, что вызывает уже повреждение тканей и смерть. Я только что спустилась с гор. Чувствую себя этой героиней романов Джейн Остин в платье, блин, по холмам этим палдискиским. Господи, кошмар. В общем, еле нашли глин. Довольно сложно добраться до обнажения. Вообще Палдиски известен своими обнажениями. Вот этот самый глинт, на котором стоит маяк, и который обрушивается каждый год на метр, это и есть обнажение, это и есть строение эстонской геологии. Вон, посмотрите. Нет, ну это не все, конечно. Вот там Палдиски, там 20-30 метров этого всего красоты. Но мне туда не добраться. А почему я хотела вам это показать и почему это связано с радиацией? Во-первых, значит, радиация у нас может быть только или искусственным путем привнесена, или радон, да, вот такое страшное слово радон, сейчас все пугают, типа дома собирается радон, и вас там облучает, и вы там получаете рак. Но на самом деле радон — это газ, который происходит, он производный от нашего уранового слоя. У нас есть в Эстонии урановый слой тиктонем-аргелит. И значит, в нем содержится уран, торий, молибден, такие разные очень редкоземельные элементы. Этот тиктонем-аргелит схож по своему составу и строению с нашим кукерзитом, горючим сланцем. Он тоже самовозгорается. В общем, он такой весь, с одной стороны, интересный, с другой опасный. Так вот, этот тиктонем-аргелит и есть источник нашего радона. К сожалению, здесь не видно. Это, скорее всего, еще слои ордовика, то есть более ранние. Тиктонем-аргелит принадлежит к Кембрию. Кембрий — это немножко похож на Кембридж, правильно? Это английское название вот этого слоя, и, значит, он немножко поглубже. И, к сожалению, я не могу замерить реально, как фонит этот тиктонем-аргелит, потому что в нем как раз есть уран.